Мистер Обнимашкинс– моя ручная паукообразная обезьяна. Каждый день он ходит со мной в школу. Он такой маленький, что помещается ко мне в кармаш. Он любит гулять в парке и играть с чихуахуа. Они одного с ним размер. Единственная вещь, которую мистер Обнимашкинс ненавидит, это люди, которые обижают меня. Если мы идем по школьному коридору, и я натыкаюсь на какого-нибудь вредного задиру, он выпрыгивает из моего кармашка и вырывает ему глаза. После этого мне приходится уговаривать его вставить их на место. А потом меня оставляют после уроков. Мистер Обнимашкинс черного цвета с коричневыми пятнами. А когда кто-то рядом, он становится похож на плюшевую игрушку. Всем очень нравится его длинный хвостик. Когда у него хорошее настроение, он разрешает девочкам использовать его как скакалку. Но есть одна проблема. Иногда девочки спотыкаются и падают прямо на него. И тогда он вырывает им глаза. Еще у нас собственный способ общения. Мы используем язык жестов. Мне понадобилось почти 2 года, чтобы научить его. Но в конце концов он освоил его. Это все, что я хотела рассказать о своей обезьянке. Вам лучше идти, пока он не вырвал ваши глаза. Именно так своих читателей встречает книга правил для игры Monsters and Other Childish Things, стилизованная под тетрадь на кольцах, с мятыми страницами и небрежными детскими скетчами. Как несложно догадаться, данная игра в жанре комедийного хоррора посвящена школьникам, а также их проблемам, взрослению, семье, личной жизни, ну и, конечно, их ручным монстрам, злобным покемонам из другого измерения, а также прочей жуткой жути, сопутствующей истории про подростков. Достойна ли она того, чтобы вспомнить о ней и самостоятельно опробовать, или же она была забыта игроками абсолютно заслуженно? На этот вопрос постараюсь ответить я, Макс. Я все еще вещаю из своего уютного подземелья и рассказываю о настольных ролевых. И не только. Прежде чем я продолжу, попрошу поставить лайк и подписаться, а также перейти ко мне в телегу, где я делюсь новостями, анонсами и просто общаюсь с подписчиками. Итак, игра Monsters and Other Childish Things, которую отныне с вашего молчаливого согласия я буду называть просто «Монстры», была написана на базе системы One Roll Engine Бенджамином Боу и выпущена в конце нулевых. Интересна ли нам фигура автора? Пожалуй, да, ведь этот человек приложил руку к созданию и развитию Хроник Тьмы, написав не один сурсбук для Vampire the Requiem и поработав непосредственно над корбуком Реквиема второй редакции, без которого вряд ли родился вампирский маскарад пятой редакции, так неоднозначно принятый старыми фанатами и привлекший немало новичков. Кстати, если вам было бы интересно узнать про Реквием второй редакции, оставляйте комментарии, и тогда, возможно, я вернусь к его изучению. Но сейчас не о том. Итак, с бэкграундом автора чуть более ясно. Но что же касается самой игры? Чтобы получше понять ее, поговорим о механиках и о том, из чего состоит персонаж в игре о монстрах. One Roll Engine играется здоровенной горстью десятигранных костей, то есть никакие другие кубы вам за столом не понадобятся. Они будут одновременно отвечать за шансы персонажа на успех, качество выполнения действия, скорость выполнения, а также урон и травмы отдельных конечностей в боевых сценах. Да, вы не ослышались. В игре о подростках и их злоключениях есть система повреждения конечностей, и она вам обязательно пригодится, когда очередное чудовище попытается откусить ваше прекрасное юное личико. Но не стоит думать, что система перегружена вычислениями и подсчетами. Чтобы убедиться в этом, обратимся к листам персонажей. Как вы можете видеть, выглядит она довольно аскетично и минималистично, так как каждый персонаж, помимо базовой информации вроде пола, имени, возраста и внешности, имеет только статы, навыки и параметр отношений с другими персонажами. На этом, собственно, все. Статы же представляют собой не какие-то абстрактные и субъективные параметры вроде ловкости или мудрости, а вполне себе конкретные и осязаемые части тела каждого персонажа. Ноги, живот, он же туловище, он же потроха, он же смелость. Руки, мозги и лицо. И каждый стат имеет соответствующий набор навыков, напрямую связанный со статами. Это физподготовка, пинки и уклонения для ног, дыхание, она же выносливость, смелость и борьба для живота, мастерство, удары руками и блокирование для рук, смекалка, память и внимание для мозгов и обаяние, давление или запугивание и хитрость для лица, а также по пустой строчке в каждом стате для ваших собственных навыков.
Для людей, знакомых с ролевыми играми, все предельно понятно и знакомо, за исключением довольно оригинальных названий. Выбраны они не случайно. Ведь, как многие из вас могли заметить, глядя на лист персонажа, тут нет показателя здоровья, так как показатель каждого стата или же конечности и является его же показателем прочности. То есть, получая по рукам, персонаж начинает хуже блокировать и бить. После ударов по ногам хуже бегать, а после ударов по голове хуже думать. По-моему, это настолько же просто и логично, насколько и гениально. Поговорим о показателе отношений, о том, что это такое и для чего он вообще нужен. В целом, название говорит само за себя. Показатель отношений сообщает о том, насколько близка ваша связь с тем или иным персонажем или даже предметом. В начале игры каждый персонаж имеет 6 очков отношений, которые он распределяет как посчитает нужным, и с теми, с кем посчитает нужным. Таким образом, игра подталкивает игрока к творчеству и совместному созданию мира. Ведь игрок может захотеть иметь отношения со странным соседом, школьным завхозом, продавцом хот-догов на углу или с его любимым одеялком, с которым он не расстается с 4 лет. Таким образом, еще на стадии создания персонажа, мир игры становится немного живее и интереснее. Итак, для чего же эти отношения нужны? Игрок при проверках навыков, о котором мы еще поговорим подробнее, вправе прибавить показатель отношений к броску в качестве дополнительных костей в том случае, если сможет объяснить, как связи с этим персонажем помогает ему при проверке. Рассмотрим на примере. Возьмем персонажа Джимми, до которого в новой школе решили докопаться хулиганы прямо посреди школьного коридора. Если игрок не хочет, чтобы Джимми ударил в грязь лицом, расплакавшись при новых одноклассниках, ему потребуется пройти проверку Guts плюс Courage, не самые выдающиеся его черты. Однако у Джимми есть показатель отношений 2 с его отцом военнослужащим, а как известно, сыну военного не положено проливать слезы, по крайней мере не на людях. Поэтому игрок прибавляет показатель отношений к своей проверке, увеличивая пул костей на 2, то есть на показатель отношений. Окей, допустим, он справился с тем, чтобы не убежать в уборную и не запереться в кабинке до конца дня, скрываясь от позора. А что насчет того, чтобы дать сдачи? У него есть несколько путей. Он может применить face плюс put down, чтобы в грубой форме всем присутствующим напомнить, что главарь шайки хулиганов воспитывается матерью-одиночкой и живет в трейлере на окраине города. Иди отсоси у своего папашки, козел обдолбанный! Либо он может избить самого крупного из хулиганов, чтобы те сами его боялись. Для этого ему придется пройти проверку Hands плюс Punching. Игрок решает выбрать второй вариант, ведь к этой проверке он прибавит свой показатель отношений со старшим братом. Джимми столько раз дрался с ним за право поиграть в приставку, что какие-то хулиганы не станут для него проблемой. Прибавив показатель отношений с братом к броску, игрок добивается своей цели. Примерно так происходят проверки с использованием отношений в игре. Но есть нюанс. Что если бы опыт, полученный в драках с братом, не помог бы Джимми, и проверка оказалась бы провальной? В таком случае его отношения пострадали бы и получили так называемый шок. Проще говоря, урон. Да, отношения тоже получают урон, и их тоже можно лечить, естественно, проводя время с тем персонажем, с которым отмечены эти отношения. Таким образом, механики в этой игре напрямую связаны с повествованием и сами подсказывают игрокам и мастеру, что им отыгрывать и с кем. Ах да, еще в отношениях может наступать так называемый кризис. Ваш монстр может питаться вашими отношениями с персонажами, становясь сильнее и так далее. Но об этом и о многих других нюансах я сейчас рассказывать не буду, так как это не обучающее видео, а просто обзор системы. Говори шепотом. Нам нельзя здесь находиться. Я и так говорю шепотом. Подожди. Шепот — это когда тихо? Да, Извини. Я не понял. Так для чего мы тут? мы должны забрать обратно мой дневник у Бекки, прежде чем она прочтет его и поймет, что я в нее влюблен. Я все равно не понимаю. Ты только что на протяжении часа рассказывал, что хочешь признаться ей. Теперь она сама узнает. Нет, она не должна знать. Не таким образом. Это будет странно. Прокрасться в ее дом, пока их семья в церкви, и так довольно странно. Я, конечно, не человек, но даже для меня это странно. Просто перестань трепаться и найди дневник. О боже, я надеюсь, она его еще не читала. Ну, учитывая, насколько она и ее динозавр были заняты попытками убить тебя последние несколько дней. Ага, Почему ты так увлечен девушкой, которая является твоим заклятым врагом? не скажу. Да ладно тебе. Как так вышло? Это из-за ее коварного интеллекта? Ее манипулятивного обаяния?
Ее убийственной мстительности? Нет, Что тогда? мне нравятся ее веснушки. Как мило. Я думал, у нее линька или что-то в этом роде. Ты это слышал? Нет, на что это было похоже? На 9-тонного ракозавра, подкрадывающегося к нам на цыпочках. Если вам показалось, что этого мало для персонажа, обрадую, ведь ручной монстр тоже удостоился своего отдельного листа. Хотя лист монстра не менее минималистичен, процесс его создания довольно интересен и по-своему уникален. Ведь важной частью создания монстра на уровне с выбором имени, характера и того, что он любит, да, это тоже важно, является создание его внешнего облика с отличительными чертами. Да, в идеале игрок должен сесть и сам нарисовать его, если хочет получить аутентичный опыт, задуманный создателем игры. Я вот не стал лишать своих игроков возможности вновь почувствовать себя детьми, выдал им перед игрой листочки, карандаши и фломастеры и дал время нарисовать своих монстров. А если вы хотите посмотреть на то, какие рисунки получились у моих игроков, переходите в мой телеграм, там я обязательно выложу фотографии этих рисунков. Далее, игроки по аналогии с листом персонажа находят, то есть самостоятельно определяют важные конечности или части своего монстра и распределяют по ним количество хитов, качество, а также добавляют им различные свойства. Боевые свойства, вроде повышенной скорости, ожогов или повышенной прочности, более подробно описаны в самой книге правил. Не хочу вдаваться в такие подробности, ведь куда важнее, на мой взгляд, рассказать о том, что не боевые качества и свойства монстра игрок придумывает сам, и книга сдерживает его только в рамках разумных пределов, не позволяющих сделать невидимую, неубиваемую монстра Сью. В остальном же игрок сам придумает, что отличает его монстра, и с позволения мастера, разумеется, вписывает это. Полеты, чтение мыслей, закапывание глубоко под землю, плавание на огромной глубине, различная маскировка и изменение размеров, умение проглатывать предметы, включая живых существ, с возможностью выплюнуть их обратно целыми и невредимыми. Это лишь малый список того, какими умениями игроки могут наделить своих собственных монстров. Я не знал, что мне нельзя было его есть. Ну ты же съел. И что же мы теперь будем делать? Ну, во-первых, придется пропустить ужин. В меня больше не влезет ни кусочка. Это не смешно. Чуть-чуть смешно. Когда они узнают, что папиного босса съели, папа разозлится, и тогда нам придется переехать в картонную коробку, а мне придется делить свой угол с Джейни, потому что мы не сможем себе позволить коробку достаточно большую, чтобы у меня была отдельная комната. Ты сказал это на одном дыхании. Я могу переплыть весь бассейн на одном дыхании. Это довольно круто. Нам нужно поплавать вместе. О, круто. Но, эй, ты меня отвлек. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Давай так. Ты будешь думать о том, чтобы переплыть весь бассейн туда и обратно на одном дыхании, а мне позволь думать о том, что делать с боссом твоего отца. Ну и как ты собираешься это исправить? Хорошо, дай мне секунду. Вот. Что? Как? Мистер Уилкинс? Точно. С тех пор, как я надрал зад хамелеону Питу на прошлой неделе, я могу превратиться во все, что захочу. Офигеть! То есть ты мог бы превратиться в мисс Джули? Проще простого, малыш. Просто дай мне ее проглотить, и я стану девушкой твоей мечты. Мы отложим это на потом, окей? Конечно. Давай спустимся вниз, пока мама не начала беспокоиться, что ее котлеты остывают. О, я содрогаюсь при мысли о котлетках твоей мамы. Ты только что съел взрослого бухгалтера, шариковыми ручками, обувью и кошельком. На вкус он был как соленый хот-дог. Меня сейчас вырвет. В двух словах расскажу, наконец, о конфликтах и проверках. Вторых я уже косвенно коснулся, но так и не рассказал, как именно считать успехи и провалы. Как уже было сказано, для проверки игрок смотрит на показатели своей характеристики и связанного с ней навыка. Face плюс Charm, Guts плюс Courage, Hands плюс Punching и так далее. Полученная сумма является количеством костей D10, которые необходимо кинуть. Те, кто хорошо знакомы с миром тьмы, понимают, о чем речь. Далее игрок смотрит не просто на результат, а на количество и качество наборов. Набор — это кости с выпавшим на них одинаковым значением. Пары,
тройки, четверки и так далее. Так вот, число на костях в наборе называется высотой. Высота отвечает за качество выполненного действия, а вот уже количество одинаковых костей в наборе называется шириной. Ширина отвечает за скорость выполненного действия. Для некоторых действий скорость выполнения куда важнее качества и наоборот. Поэтому иногда игрокам придется выбирать из разных наборов, которые могли выпасть при проверке. Или же можно не выбирать вовсе, если персонаж заявляет сразу 2 действия или имеет боевой навык, позволяющий использовать все выпавшие наборы при атаке. К слову о ней. Ширина, как я и сказал, отвечает за скорость, а также количество урона. Скорость равна ширине, а урон атаки равен ширина -1. Если у атаки нет дополнительных свойств. А высота же нужна для определения того, в какую часть тела попала эта атака. Как вы могли уже заметить по чарнику, у каждой части тела есть соответствующие ей числа. Они как раз используются для определения попаданий. И да, атаки, разумеется, можно делать прицельными, выбирая нужную конечность для атаки. Но об этом не сейчас. И как уже говорилось ранее, показатель части или конечности является и ее запасом прочности. Кроме того, урон делится на шок и шрамы. Шок — это поверхностные повреждения, которые довольно скоро проходят. Обычные синяки, если угодно. А шрамы же, без особого ухода могут остаться с персонажем навсегда. И как бы странно это ни звучало, но словом в этой игре тоже можно ранить. А жареных гвоздей не хочешь? Словесная перепалка с шутками про мамашу оппонента, ранящая сильнее кулаков, это вполне реальный конфликт в рамках данной игры. Что ж, не считая нескольких нюансов правил и механик, я рассказал практически обо всем, что посчитал важным касательно данной игры. Этого набора, как мне кажется, должно быть достаточно, чтобы понять, хотите вы в это играть или нет. Отмечу также, что приятным бонусом для игроков станет то, что большая половина книги уделена советам для игрока и мастера, готовым монстрам и НПС, а также советам по их созданию и отыгрышу. А также в книге есть целое стартовое приключение. Когда у вас последний раз базовая книга правил баловала таким количеством контента? И если вдруг вам этого покажется мало, у игры есть несколько допов в виде приключения про зловещее поместье, дополнение про особенно огромных монстров и сурсбуком, подробно описывающим среднюю школу Spring Crescent, ее устройство и ее обитателей. Все это добро я выложу в своем телеграме, так что если вам интересна игра, или если вы хотите использовать сурсбук в качестве вдохновления для любых других своих собственных игр про школьников, милости прошу по ссылке. А на этом на сегодня все. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, а самое главное — играть в хорошие игры. Пока!